Добрый день, зрители и подписчики канала Real Конструктор Стас. В сегодняшнем видео я покажу процесс изготовления дубликата ключа для почтового ящика. Это самый большой проект на канале в настоящее время. Для изготовления использовалось более 90 инструментов. В видео показано более 40 технологических процессов. Материалом для изготовления данного проекта послужили монеты разного диаметра и серебряный припой. Ну что ж, приступим. Первым, с чего я начну, будет изготовление проволоки квадратного сечения. Для этого размечаю монету, делаю пропил по спирали и кую из нее проволоку. Полученную проволоку скручиваю в спираль в поперечном направлении. Из этой заготовки делаю основу для головки ключа в форме кольца. Полученное кольцо отбеливаю от окиси металла. Следующим этапом из такой же монеты изготавливаю фрагмент ключа, состоящий из хвостовика, бородки, коронки и шейки. Для этого размечаю, выпиливаю и обтачиваю заготовку. Полученные две детали соединяю пайкой с серебряным припоем. Далее из монеты меньшего диаметра изготавливаю проволоку круглого сечения. После предварительной ковки и подготовки протягиваю проволоку через фильеру. Из полученной проволоки делаю спираль и надеваю ее на основу из квадратной проволоки.
Таким образом я формирую имитацию стебля растения, плетущегося по спирали. Далее из такой же монеты изготавливаю круглую вставку в головку ключа. Полученный диск будет закреплен внутри подвижно через 4 отверстия, которые я размечаю и сверлю. Декорирую диск с обеих сторон. На первой стороне будет располагаться символ электронной почты. Изготавливаю этот символ из проволоки круглого сечения и креплю пайкой. С обратной стороны будет располагаться символ почты, открытый конверт. Его также изготавливаю из проволоки круглого сечения и припаиваю. Из центральной части монет, которые пошли на проволоку, я изготавливаю листочки. Два листочка устанавливаю так, чтобы они сформировали воротник ключа.
Далее из круглой проволоки формирую стебель для листиков. Они будут выполнять функцию крепежа центральной вставки ключа через два нижних отверстия. Соединяю все имеющиеся детали воедино. Следующим этапом я изготавливаю кольцо, через которое ключ будет подвешиваться на связку. Неподвижную часть изготавливаю из остатков витой проволоки квадратного сечения. Подвижную часть, собственно кольцо, изготавливаю из прямого участка проволоки квадратного сечения. Полученные детали также припаиваю к основе головки ключа. Обрезки монет, из которой изготавливалась основная рабочая часть ключа, пойдут в дело. Этот металл я расковываю в пластину и изготавливаю цветы для декора головки ключа. Стебли, которые будут держать центральную вставку через два верхних отверстия, также делаю из проволоки круглого сечения.
На них же будут закреплены цветы. Финальным этапом я опиливаю все ненужные, выступающие и острые части надфилем. Полирую полировальной пастой при помощи гравера. В труднодоступных местах полирую вручную зубной щеткой. По окончании обработки все тщательно отмываю мылом и пищевой содой. Вот такой получился ключ. Все цели достигнуты. Ключ открывает замок, имеет уникальный дизайн, внутренняя вставка закреплена подвижно и звенит. Спасибо за внимание. С вами был Real Конструктор Стас. До новых встреч на моем канале.